Мужики, всю свою жизнь мы буквально с детства слышали о том, что ни при каких обстоятельствах не надо поднимать руку на женщин. Но мне попалась приинтереснейшая статья, автор которой утверждает обратное. Всем привет! Вы на канале Психология без фанатизма, а значит с вами я, Фомин Никита, и мой несменный соведущий Мистер Спич. Так, ребят, вы не в киношку пришли, вы на блоге, где мы меняем наши жизни. Поэтому откладывайте попкорн и чипсы и погнали разбираться. Топ-5 случаев, когда можно бить женщин. Как я уже говорил, мне на глаза попалась статья саудовского терапевта по вопросам брака и семейных отношений, который говорил о том, как и за что мужьям следует бить своих жен. Господин Аль-Сакаби утверждает, что цель процесса дисциплинировать, а не сорвать злость. Бить не следует розгами или острым предметом. Нужно использовать мисвак, это их такая местная щетка для зубов, или платок. Аль-Сакаби поясняет, что цель процесса всего лишь дать женщинам почувствовать, что она повела себя с мужем неподобающим образом. Затем врач рекомендует игнорировать жену в постели, повернувшись к ней спиной, или уложить женщину спать на пол. Кстати, еще и для спины полезно. Ребят, если вы смотрите и думаете, какую дичь несет этот семейный терапевт из Саудовской Аравии и почему я пропагандирую такое поведение с девушками на своем канале, не спешите делать выводы и выключать видео. Мы с мистером Спичем сейчас все по порядку раскидаем. Давайте уже скорее обсуждать, когда можно бить женщин. Первое. Спорт. Ребят, я даже не беру те примеры, которые нам подарила последняя Олимпиада 2024 года, когда спортсмен-женщина оказывалась вообще не женщиной. Если бы такая леди по привычке зашла в мужскую уборную, ей бы там за это втащили, по моей логике, все ок. Помимо людей, сменивших пол или колющих гормоны, есть случаи, когда реальные женщины, профессиональные спортсменки, совершенно осознанно просят мужчин поучаствовать с ними в спаррингах или побороться. Психолог. А зачем они это делают? Вымещают детские обиды на папу? Не, просто хотят лучше подготовиться к соревнованиям. Обезопасила руку, прижала к нему плотно, взяла ручку, сделала болевой один, пошла. Все, переключилась на другую вниз, отработала. Да, стягивай еще руку. А у пацанов на заднем фоне, я так понимаю, своя атмосфера, да, какая-то? Понятно, что если она с мужиком будет достойно вальсировать в боевом танце, то потом с девушкой в назначенном бою ей будет намного проще. Конечно, мужчины в таких случаях не работают с дамами в полную мощь, но это хорошая подготовка. И если он там ей зарядит на тренировке, в такой ситуации все без обид. Это была обдуманная спортивная сделка, и в таких случаях применение мужской силы по отношению к женщинам совершенно нормально. Кстати, вспомнил, в бразильском джиу-джитсу спарринг между девушкой и парнем – это вообще нормик. Там так на каждой тренировке происходит. Серьезно? Крутой вид единоборств. Даже не надо просить ее придушить. Там это и так в порядке вещей. Второе. Солдатка. Да, ребят, как бы это вас не удивляло, женщины во время военных действий часто выступают не только в роли медсестер, которые героически оказывают помощь раненым. Есть женщины, которые являются прям солдатами, прям с оружием. Лично я чаще всего слышал про женщин-снайперш, причем даже очень эффективных. Видимо, лежать с винтовкой по несколько часов – это навык, натренированный дома на диване. Так вот, как говорится, на войне все средства хороши. В такой ситуации мужчине уместно не только силу применить, но и даже оружие в случае необходимости. А что на это скажет закон? По закону все равны. Если компетентные органы выяснят, что в этом акте была необходимость, мужчина не будет нести никакой ответственности за то, что поднял руку или совершил иные действия по отношению к женщине. Ну, естественно. Там уже ударами этой щеткой не отделаться. Ребят, весь контент, который я не выкладываю на YouTube, вы можете найти на моем бусти. Материал будет постоянно добавляться. Так что переходите, знакомьтесь с контентом и подписывайтесь. А сейчас погнали дальше. Третье. Преступницы. По статистике, женщины совершают 21 преступлений из всего объема. Ну чё, феминистки, выкусили? Нашел чем хвастаться.
Конечно, самый большой процент из всех женских преступлений – это кражи, мошенничество, незаконный оборот наркотиков. Но в списке также весомыми цифрами значатся побои, вред здоровью, убийство и изнасилование. Девочки, если вы решите меня изнасиловать, клянусь, я обороняться не буду. Считаю, что в таких случаях как полицейским, так и мужчинам-жертвам уместно применить силу. Тут вообще самооборона получается. Четвертое. Жертва спасателей. Ребят, часто бывает, надо спасти человека, который хочет прыгнуть с окна или моста, и тут спасателям уже не до сантиментов. Счет идет на доли секунды. И даже если объект женщина, то спасатели могут иногда ее толкнуть или резко пинануть, чтобы, к примеру, сбить с карниза внутрь квартиры. В американском фильме про водных спасателей видел, как девушка тонула и от страха всяко там барахталась, царапала спасателя и тащила их обоих на дно. Он и локоточком так аккуратненько бам, сбил шок, потом захватил со спины, и они благополучно поплыли на берег. Повторюсь, не знаю, так работают или нет, в кино видел. Работают. Мне однажды спасатель тоже нос разбил. Подумаешь, я всего лишь-то похвалил купальник его супруги. Ребята, сейчас переходим к рубрике «Ответы живика». Я задал вопрос, когда можно бить женщину реальным людям, и получил на него реальные ответы. Елена, 32. Бить женщину – это проявление мужской слабости. Если не вывозишь, развернись и уходи. Согласен, поднимать руку на женщину не камильфо. Но если вы, девушки, видите, что ситуация идет к пику, не стоит лишний раз ее накалять и провоцировать мужчину. Мы же от обезьян произошли. И в стрессовой ситуации быстро снимаем маску эволюции и начинаем вести себя, как подобает настоящим приматам. Виталий, 34. Когда можно бить женщин? Женщин в целом бить не стоит. Никогда не знаешь, у какой из них в кармане нож. Ох, Виталий, хитрюга. Но если не хочешь, чтобы женщины били тебя ножом, ну тогда обращайся с ней хорошо. И она будет этот нож использовать для того, чтобы приготовить тебе ужин. Артем, 27. Когда можно бить женщин? Во время секса. Слегка по попке можно. Мне всегда было близко мнение народа. Психолог, я требую, чтобы ты внес шлепок по попке в наш официальный список. Хорошо. Разобрали очередную важную тему. Топ-5 случаев, когда можно бить женщину. Давайте еще раз пробежимся по ее основным пунктам. Первое. Спорт. Второе. Солдатка. Третье. Преступница. Четвертое. Жертва спасателей. И личная просьба мистера Спича. 5. Сексуальная рабыня. Только, ребят, тоже там не переусердствуйте силой, без фанатизма. Договорились? Все остальные варианты, как вы понимаете, даже если вам их посоветует саудовский терапевт по вопросам брака и семейных отношений господин Аль-Сакаби, ни в коем случае не позволяют вам поднимать руку на женщину. Помимо того, что это запрещено уголовным законом, в принципе, как-то не по-мужски. Пусть провоцирует, пусть орет, матерится, даже слегка постукивает. Вы – скала. Никакого рукоприкладства. А я думал, это слово только к мастурбации относится. Не бейте девушек, и тогда не придется самому рукоприкладствовать. Народ, пишите свои комменты, что вы думаете об этом видео. Пишите сюда, на YouTube, пишите в телегу, давайте разбираться вместе, нам очень важно ваше мнение. Все, ребят, чао, это была «Психология без фанатизма», залетайте еще, мы вас ждем, а пока подписывайтесь и пальцы вверх.